11 августа 2020 года никому неизвестный на тот момент Майкл Селлер покупает первую партию биткоина на сумму $250 миллионов. Тогда Селлер назвал биткоин надежным средством сбережения, которое имеет более высокий потенциал на долгосрочный рост, чем обычные бумажные деньги. Понимая, что на горизонте приближается инфляция, после того, как ФРС напечатала триллионы долларов для поддержки экономики во время пандемии, через месяц Селлер покупает вторую партию биткоина на сумму $175 миллионов. Но на этом Селлер решил не останавливаться, и спустя еще 4 партии на сумму минимум 10 миллионов Селлер инвестирует рекордный $1 миллиард, из-за чего общий портфель его компании насчитывал 90 тысяч биткоинов, которые оценивались в $2 миллиарда. Таким образом, когда в 2021 году биткоин пробил максимум выше 61 тысячи, 2,2 миллиарда Селлера превратились в $5,5 миллиардов. Селлера называли настоящим гением, потому что благодаря биткоину акции его компании взлетели на 842%, но в ноябре 2021 года началась коррекция, и за 12 месяцев биткоин потерял 80%. Из-за этого убытки Селлера превышали $1,3 миллиарда. Инвесторы подавали на него в суд, а компания MicroStrategy находилась под угрозой банкротства. Вот только Селлер не продал свои биткоины, как это сделали 90% всех инвесторов, а он, несмотря ни на что, продолжал его накапливать. Он покупал на разных уровнях, и по 60, и по 50, и по 40, 30, 20, и, конечно же, на историческом дне 15,5 тысяч. И делал он это не зря, потому что меньше чем за 2 года он смог заработать $5 миллиардов. Это была история о том, как время и, что самое главное, вера принесли такие колоссальные результаты. И если вы до сих пор думаете, что текущая коррекция на каких-то 18% это повод в страхе продавать биткоин, то, забегая наперед, я вам сразу скажу: продавайте, потому что если вы не способны спокойно переждать такую просадку, не стоит мучить свою нервную систему, ведь она точно не стоит тех денег, которые вы заработаете. Но лично я продавать не буду, даже если биткоин опустится до 30 тысяч. Я продолжу его накапливать, ведь я верю в долгосрочный рост. Да, друзья, рынок — это максимально суровое место, где ваши эмоции всегда должны уходить на второй план, и стать миллионером за 5 минут здесь также не получится. Вам в любом случае нужна четкая долгосрочная стратегия и вера в то, что вы покупаете. Поэтому если вы действительно, как Майкл Селлер, как я, как наша команда Coin22, верите в такой актив, как биткоин, это видео точно для вас. Потому что сегодня мы сделаем большой разбор рынка, и как всегда я отвечу на главные вопросы, а именно почему биткоин падает, а потом резко растет, по какой причине фонды перестали его накапливать, будет биткоин падать еще ниже в будущем, а также стоит ли его покупать прямо сейчас. Перед просмотром обязательно поддержите нас лайком, ведь только вы, наши замечательные зрители, мотивируете нас снимать больше качественных и интересных роликов. Желаю приятного просмотра, с вами Влад, вы на канале Coin22, мы начинаем. Итак, друзья, я думаю, вы согласитесь, что самый главный вопрос недели — это почему падает биткоин. Именно по этой причине мы на протяжении всей недели 24/7 оставались на связи в нашем телеграм-канале и публиковали большое количество свежих новостей. Каждое утро у нас продолжают выходить обзоры рынка и краткие прогнозы на день, чтобы каждый из вас понимал, что происходит на рынке. А за счет нашей команды редакторов, все самые актуальные новости первее всего публикуются именно у нас. Подпишитесь и убедитесь в этом лично, и вам не придется тратить свое время на поиск важной информации, ведь эту работу мы выполняем за вас. В начале видео вы услышали историю о том, как Майкл Селлер стал самым большим китом в мире. Хотя мало кто знает, но еще 11 лет назад Селлер очень скептически относился к биткоину, ведь в 2013 году он выложил вот такой твит, в котором написал: «Дни биткоина сочтены, похоже, что это всего лишь вопрос времени, когда его постигнет та же участь, что и азартные игры в интернете». Честно признаюсь, я также до 2018 года не воспринимал всерьез биткоин и весь рынок крипты, ведь на тот период времени криптовалютой по большей части пользовались только в незаконных целях и было очень много скама. Но лично я пришел в крипту именно в 2018 году, когда активно занимался инвестированием в фондовый рынок. И причина заключалась в том, что перед началом 2018 года биткоин пробил исторический максимум на уровне 19,5 тысяч. Да, тогда на рынке была страшная фома, прям как сейчас. И упускать такую возможность я, конечно же, не хотел. И купил биткоин, если не ошибаюсь, по $14 тысяч. Но, к сожалению, я попал на самый пик
к бычке после халвинга, и биткоин начал падать. За год он упал на 80%, и единственная причина, по которой я его не продал, это халвинг. Тогда я изучил очень много информации и прогнозов от аналитиков, из-за чего решил дать ему шанс. Тем более сумма инвестиций была небольшая, и на мое удивление в 2019 году он реально начал расти, из-за чего я даже его докупил. А после халвинга в мае 2020 года произошло настоящее чудо. Биткоин буквально за 3 месяца вырос на 40%. Но дальше началось самое интересное. Ведь после того, как в августе 2020 года Сейлор купил первые биткоины, в него стали инвестировать все. От больших компаний, таких как Tesla, до всяких мелких страховых фирм. Причем миллионы, если не миллиарды долларов. Тогда Visa объявила о планах позволить клиентам тратить криптовалюту напрямую у 70 миллионов торговых точек. А банки от JP Morgan до Morgan Stanley начали предлагать инвестиции в криптовалюту для инвесторов с большим капиталом. 2021 год 100% стал годом криптовалюты. И именно в этом году мы создали канал Coin22, где по сегодняшний день продолжаем выпускать интересные видео. Старые зрители канала прекрасно знают, что мы начали снимать ролики как раз таки на этой суровой медвежке, когда биткоин упал на 80%. И за это время мы пережили огромное количество негативных событий, таких как крах Terra Luna, банкротство FTX, уголовное обвинение биржи Binance и еще много локальных событий, которые также оказали негативное влияние на крипту. И тогда казалось, что это совсем неподходящий момент для покупки биткоина. Но спустя время многие инвесторы начинают понимать и жалеть, что не купили биткоин, потому что на самом деле 2022 год был самым лучшим периодом для инвестирования в это цифровое золото. Это связано с тем, что тогда был шанс купить биткоин до того, пока он перейдет в руки больших фондов, как это произошло после одобрения ETF. Вот поэтому, когда в июне 2023 года компания BlackRock подала заявку на первый спотовый биткоин ETF, мы сразу поняли, к чему это идет. И на протяжении 7 месяцев из ролика в ролик говорили вам, что стоит покупать биткоин. И представляете, полгода назад он также падал, и были вот такие коррекции, во время которых многие боялись и продавали. Но те, кто вместе с нами придерживался долгосрочной стратегии, приумножил свои инвестиции минимум в 2 раза. Эту большую предысторию я вам рассказываю для того, чтобы вы на моем примере или на примере Майкла Сейлора понимали, что вот эта коррекция это вообще не повод для продажи, потому что в инвестициях самое главное это время и, конечно же, вера. Поэтому, учитывая последние данные, я без сомнения скажу, что биткоин стоит покупать. Что касается текущей так называемой коррекции, которая дает все больше сигналов своего окончания, ее причиной стал отток капитала из ETF. Помните, я вам показывал вот этот сайт? Так вот, если мы посмотрим на данные за текущую неделю, мы увидим очень слабые притоки в ETF BlackRock и Fidelity, но при этом рекордные выводы средств из ETF Grayscale, которые за 2 дня составили более 1 миллиарда долларов. И если Grayscale будет продолжать фиксировать такой отток капитала, компания может продать все свои биткоины. Почему инвесторы продают акции ETF Grayscale? Неужели они к чему-то готовятся, о чем мы с вами не знаем? На самом деле, причина, по которой инвесторы продают ETF Grayscale, заключается в том, что это самый большой и старый траст-фонд на рынке. Он был запущен еще в 2013 году. И еще до того, как он стал ETF, любой инвестор мог покупать биткоин через Grayscale. Так вот, после того, как биткоин пробил новый максимум, многие инвесторы еще с 2013 года приступили фиксировать прибыль. Grayscale сама заявляла, что она была готова к тому, что ее акционеры будут получать прибыль и ликвидировать свои акции. А еще у Grayscale самая высокая комиссия за покупку и хранение ETF – целых 1,5%, в то время как у BlackRock всего 0,25%. Вот поэтому некоторые инвесторы даже переводят деньги в BlackRock, из-за чего их ETF постоянно фиксирует плюс. Похожая картина наблюдалась в середине января, когда Grayscale была вынуждена продавать биткоин из-за вывода средств из ETF. Тогда биткоин потерял 20% стоимости, но вот BlackRock наоборот накапливала, и за счет повышенного спроса и небольшого предложения биткоин улетел вверх. Поэтому если вы до сих пор недооцениваете влияние ETF, очень зря, ведь текущее движение биткоина зависит только от больших американских фондов, таких как BlackRock. И это прекрасно понимает Майкл Сейлор, потому что несмотря на падение, он все равно покупает биткоин. Во вторник он выложил отчет, что купил 9245 биткоинов, на которые было потрачено 623 миллиона, а средняя цена за монету составила 67 400 долларов. И думаете, Сейлор подбирал уровень для покупки или продавал, чтобы перезайти чуть пониже? Нет, он просто взял и купил по рынку, как только получил 600 миллионов долларов от продаж акций MicroStrategy. Это говорит о том, что ему все равно, что происходит с биткоином и сколько он стоит, ведь его глобальная долгосрочная цель остается на уровне выше 100 тысяч долларов. Понимаете, когда вы заранее готовитесь к тому, что будете держать биткоин не меньше 1 года, то пытаться купить его на пару процентов дешевле не имеет никакого смысла. Залог успеха при долгосрочном инвестировании заключается в регулярном накоплении. Вот, например, я более чем уверен,
уверен, что многие из вас просто покупают биткоин или другие монеты по одной цене и сразу на все деньги, чтобы дождаться рост и по-быстрому зафиксировать профит. Но смотрите, в чем проблема. Когда вы сразу используете все свои деньги, вы лишаете себя возможности докупить по более низкой цене и усреднить свой портфель. Вот, например, купили вы биткоин по 73 тысячи, а он сразу упал на 15%. Вместо того, чтобы продавать, фиксировать убыток и пытаться перезайти по низкой цене, лучше докупить. А это будет возможно только если вы заранее разделите свой депозит на несколько частей. Средняя цена имеет очень большое значение, ведь за счет того, что селлер покупал биткоин на разных уровнях, средняя цена его портфеля составляет 35 160 долларов, из-за чего он находится в плюсе на 5 миллиардов. Также это касается и продаж. Вот, например, в 2019 году мой друг купил эфир еще по 120 долларов, а спустя 2 месяца продал за 200. Да, 50% профита были в кармане, но если бы он подождал еще хотя бы годик, то эти 50% резко бы превратились в 1000. Конечно, с другими альтами дела обстоят иначе, но базовые монеты, такие как биткоин и эфир, очень хорошо показывают себя на дистанции. И как вы видите, восстановление биткоина не заставило себя долго ждать, потому что вчера биткоин вырос более чем на 10%. Это произошло после заседания ФРС и выступления Джерома Пауэлла. Как и ожидалось, ставку оставили на старом уровне 5,5%. Но вот что самое интересное, это комментарий главы ФРС. Неожиданно для всех инвесторов Пауэлл сказал, что последние данные по инфляции, которые превысили прогнозы, кардинально не изменят политику ФРС, и что чиновники по-прежнему будут наблюдать за новыми данными, чтобы начать снижать ставку. А поскольку в новом отчете ФРС все еще ожидает 3 понижения процентной ставки в этом году, это стало отличной новостью для рынка рискованных активов, ведь акции вчера улетели вверх, а биткоин пробил уровень 68 тысяч. Таким образом, вероятность того, что ФРС продолжит повышать ставки, все меньше и меньше, а вот шансы на снижение наоборот растут и составляют 70%, хотя до выступления Пауэлла были около 50%. Это очень положительная новость для биткоина, вот поэтому он и начал расти. И в данном случае лично я продолжаю его покупать, потому что я жду халвинга, и мой целевой уровень для биткоина остается 100 тысяч долларов. Так что если вы думаете продавать и уходить, я бы не рекомендовал этого делать, ведь вы сами видите, что происходит. На данный момент у нас есть как минимум 3 катализатора, которые обеспечивают биткоину долгосрочный рост, а именно халвинг в апреле, потенциальное снижение ставок этим летом и, конечно же, спрос со стороны больших фондов. Но сейчас я делаю особый упор именно на халвинг. Вот в этом видео я говорил, что биткоин всегда рос после халвинга, причем минимум на 600%, но еще также разбирал его коррекцию перед этим важным событием. Исторически биткоин всегда падал перед халвингом, и то, что происходит с биткоином на этой неделе, вероятно является той самой коррекцией. Для прогнозирования локального дна чаще всего я использую уровни Фибоначчи, и если мы положим индикатор на цикл с начала 2022 года, то важной поддержкой и локальным дном выступает диапазон от 50 до уровня 60 тысяч. Раньше биткоин всегда начинал разворот на уровне 0,618, который сейчас находится около уровня 50 тысяч, но тогда у биткоина не было такой поддержки от фондов, поэтому чтобы не упустить рост, я буду следить за вторым диапазоном 0,786, выше уровня 60 тысяч долларов. И если коррекция перед халвингом усилится, теперь вы знаете, в каких диапазонах лучше всего покупать. Но самое главное, делайте это, как я вам говорил ранее, постепенно и частями. Плюс к этому положительной новостью является то, что BlackRock сейчас взяла курс на токенизацию активов. Да, вчера BlackRock официально подала всех заявку на создание токенизированного фонда. Согласно документам, минимальная сумма инвестиций от любого инвестора установлена в размере 100 тысяч долларов, а сама BlackRock уже инвестировала 100 миллионов долларов в стейблкоин USDC на сети Ethereum. Ларри Финк активно поддерживает токенизацию, а поскольку для этих целей лучше всего подойдет блокчейн Ethereum, особенно после обновления Dencun, это является хорошей новостью для его цены. Вот поэтому вчера эфир, несмотря на перенос решения по ETF на конец мая, а также начало спорного процесса по признанию его ценной бумагой, он все равно вырос на 15%. Мой долгосрочный прогноз на эфир не менее положительный, чем на биткоин, потому что Ethereum это главная экосистема, на которой держится около 30% всего рынка. Поэтому в очередной раз напоминаю, не стоит рисковать и набивать свой портфель альтами. Лучше купите эфир на 20%. Это будет безопаснее, но не менее прибыльнее. Под конец недели мы скорее всего перейдем в фазу консолидации, когда биткоин будет торговаться около одной поддержки. И вероятнее всего это будет вот этот диапазон. Причем другие монеты также скорее всего перейдут в фазу консолидации. А если посмотреть, к чему привела консолидация в конце января, то мы увидим, как биткоин очень быстро начал набирать обороты и фиксировать рост, потому что в ETF поступал капитал. После такой паузы большие американские инвесторы явно будут возвращаться, ведь вчера оттоки капитала из
Coinbase Grayscale начали сокращаться. В любом случае, мой долгосрочный прогноз остается положительным. И сегодня для этого я озвучил большое количество причин. Поэтому, если вы также не собираетесь продавать, а верите в рост, подписывайтесь на наш телеграм-канал и жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Также в комментариях можете оставить ваши прогнозы на биткоин или, например, вопросы, которые вам были непонятны. И увидимся с вами уже на следующей неделе. Всем желаю удачи и отличных предстоящих выходных. До скорых встреч!